Всем привет! Вы на канале Своими руками, с вами Макс Захаров. И сегодня интересная такая тема про отмостки. Очень, щепетильный такой вопрос. Куча специалистов и куча профессионалов, которые показывают, учат, как делать правильно отмостки. Но все же люди совершают глобальные ошибки. И одна из этих ошибок — это вы топите свой дом. Многие люди, не подозревая, стараются защитить свой дом, но на самом деле они делают еще хуже, допуская одну глобальную ошибку. Сегодня мы ее рассмотрим, и почему она, и откуда она берется. А еще я хочу вам порекомендовать ограниченные скидки на AliExpress. Ссылочка под видео. Успевайте, проходите, заказывайте. Пока в течение 5 дней, по-моему, она работает. Если успеете, что-то там может там отколется, ребята. А для начала, ребята, кто первый раз у нас на канале, обязательно подпишитесь, нажмите кнопочку подписка и колокольчик. Ну и обязательно палец вверх. Чем больше пальцев вверх, тем больше мы снимаем для вас роликов. У нас есть фундамент. У нас есть какая-либо стена. Дальше люди начинают делать отмостку. Очень таких много всяких познавательных учебных роликов, схем, планов, фото всяких. Делают каким образом? Вот у нас идет грунт на участке. Скажем, такой плодородный слой. Ну и дальше там разное все. Что же делают люди? Выкапывают вокруг фундамента у нас траншею, ров. Потом засыпают там песочком. Порядок может быть разный. Кто сначала песочком слой, потом щебнем. Кто сначала щебнем. Насыпают там щебень. Были такие случаи. Потом волшебный геотекстиль тут настилают. Сверху слой там песочка еще насыпят, сыпят на геотекстиль, чтобы у нас не сломала отмостку. Все борются за то, чтобы была отмостка красивая, и ее, чтобы не дай бог, не повредила, не сломала. Вот делают демпферную отсыпку, всякую утрамбовку, чтобы отмосточка жила красиво и спокойно. Но все забывают, что отмостка у нас, она играет в первую очередь. Это защита фундамента и подвала от затопления. Второй момент, если у нас отмостка утепленная, она защищает грунт вокруг фундамента, вот этот вот весь от пучений, чтобы на фундамент он не воздействовал. Ну и уже третий момент, это красота. Красота и возможность передвижения, если отмостка у нас подразумевает как передвижение по ней. Дальше тут заливают отмостку саму. Бам-бам, ну такую шикарную сделал, все. Иногда, не всегда, прокладывают тут еще пленку или пароизоляцию. Вот так вот раз, положат тут что-то, ну сделают как-то так, хоп-хоп, вроде. Все. Теперь смотрим, покажу вам еще одну конструкцию подобную. И вы мне скажете, что это такое. Выкапывается траншея у нас в грунте. Закладывается геотекстиль. Геотекстиль — это такая ткань, которая пропускает воду, она не гниет в грунте, и в то же время она не дает, чтобы грунт попадал сквозь него, не заиливал. Ну и сюда крупные булыжники накладываются, щебень крупный. Геотекстиль потом у нас все это сверху обворачивается. Фломастеры не хотят писать, рисовать. Все это вот обворачивается. Ну и тут возможно засыпается грунтом, чтобы не было видно. И что это у нас получается? Это у нас получается дренаж. Теперь вопрос знатокам.
специалистам. Ничего общего не находите. Плюс-минус трамвайная остановка. И потом люди удивляются, что вроде у нас есть отмостка, но у нас в подвале почему-то вода появляется, почему-то у нас все сыро. Ну да, уповают еще вот на вот эту пленочку. Мы же сделали тут пароизоляцию, там какую-то натянули пленку, но это смешно, ребята. Вкладывать столько денег, бетон, армирование, тут песок, отсыпка, все. И основная защита у вас вот эта пленочка, которую при укладке могут встать, порвать. Тут если щебень, она на щебне со временем прорвется. То есть и вот этот узел все равно он остается опасным. Даже у вас тут есть какая-то пленка, но все равно тут вот этот узел опасный. У нас получается с вами это уплотненный грунт годами. Мы его выбрали, сделали вокруг участка своеобразную ванну, траншею, дренаж, правильнее сказать. В этот дренаж засыпали дренажирующие материалы, там щебень, песок, которые хорошо пропускают воду. Всяко укутали тут пытались, да, ладно, еще благо, кто-то еще пленку стелит, вот эту, кто-то и пленку-то не стелит. Ну и что мы получаем? У нас начинаются дожди, вот этот плодородный слой верхний, который изначально нарисовал, он промокает. Естественно, твердые слои, которые уже идут, вода уходит сюда, попадает с отмостки сюда. И вот этот самый слабый узел, вода у нас появляется вот здесь, как в ванной у нас наполняется. Ну, естественно, тут дальше дело техники. Конечно, тут делают гидроизоляцию, какую-то все, пленочки. Но если уж вы уповаете на эти пленочки, тогда делайте тогда самую дешевую отмостку. Временно называется такая отмостка. Зачем столько сил и денег тратить на эти бетоны, когда у нас выбирается верхний плодородный слой грунта, укладывается пароизоляция или пленка, вот так вот подкапывается, и сверху снова засыпается грунт. Это время отмостка. Всем рекомендую, кто что-то делает, какой-то, допустим, здание построили, там баню, и нет возможности капитальную отмостку сделать, на год, два, три, вот такую отмосточку, если уж нужда такая есть, просто чуть-чуть верхний слой сняли, простелили какую-то гидроизоляцию, это застелили, сверху присыпали землей, даже травку можно посадить. Все, чтобы прижать эту пленку, чтобы ее не сдувало. Все. И у нас вода будет отводиться от дома. Но многие скажут: о, почему же так, специалисты, профессионалы делают, они роют котлован, довольно-таки траншею глубокую, укладывают, там даже если с утеплением, там траншея значительно глубины получается. Да, ребята, специалисты делают, но там очень сложный пирог, в плане сложный, ничего сложного нету, но он очень такой, сборка пирога такая интересная. Если вы какой-то этап пропустите, вы просто тупо делаете, опять же, дренаж, а не защиту фундамента. Если же вы хотите сделать более-менее какую-то отмостку, там, бетон, что-то, я вам покажу в следующем ролике, как делаем мы, по колхозному опять, по-дешмански, как можно сделать более-менее рабочую отмостку без всяких вот этих заморочек. И они действительно у нас отмостки работают. Если вы хотите посмотреть, как мы делаем, ставим лайки. Как это видео наберет дофига лайков, там штук 200, скажем, и много комментариев, что действительно вы будете писать в комментариях: да, хотим, да, хотим. Я снимаю второй ролик и показываю, как делаем отмостки мы. И не только мы, многие делаем. Бюджетная такая довольно-таки отмосточка, но рабочая. Все. С вас, ребята, пальцы вверх, обязательно комментарии. И ждем следующий ролик. И не топите свои дома, не закапывайте, не топите их, хватит их заливать. Все, всем пока.